В сегодняшнем видео я хочу ответить на вопрос, который я очень часто получаю в комментариях и не только, почему же не получается гребень на хлебе на закваске и что нужно сделать, чтобы он наконец-то получился. Ну и, конечно, основа любого хорошего хлеба на закваске – это сама активная закваска. Активная закваска производит достаточное количество углекислого газа, который во время выпечки поднимает тесто, помогает ему расширяться, и накопившийся в тесте воздух создает давление изнутри. Такое тесто эластичное, упругое и хорошо оно поднимается, раскрывается и образуется красивый гребень на поверхности. Ну и самый простой способ сделать вашу закваску максимально активной – это на ней нужно печь. Печь, чем чаще вы печете, тем активнее и приятнее на вкус и запах становится закваска. Ну и второй основной ингредиент любого хлеба – это, конечно, мука. И выбор муки тоже будет влиять на формирование гребня. Например, хлеба на пшеничной муке будут обладать более хорошей эластичностью и будут образовывать высокий гребень, в то время как хлеба на цельнозерновой или ржаной муке не будут подниматься так высоко, они будут более мелкопористые, менее воздушные и при этом гребень будет не такой выраженный или будет вообще отсутствовать. Ну и следующий главный момент – это то, что недостаточно просто добавить хорошую муку в воду для того, чтобы развить эластичность у теста. С тестом нужно еще и поработать. Очень важно, как мы замешиваем тесто, как мы делаем растягивание, складывание, соблюдение промежутков отдыха между растягиваниями и складываниями и полный подход к тесту и вся техника рецептуры, которую вы можете найти обычно в рецептах или в описании. При соблюдении всех этих шагов у вас тесто развивает хорошую клейковину, способную удерживать структуру теста и раскрываться. Следующее, на что нужно обратить внимание, это хорошее брожение теста. Тесто, которое не добродило, никогда не раскроется, и тесто, которое перестояло, просто не будет иметь силы внутри этого теста, чтобы поднять тесто и раскрыться. Поэтому обращаем на это тоже внимание. Если ваше тесто хорошо выбродило, то теперь очень важно его правильно сформировать. Для этого обязательно нужно делать и предформовку, и формовку, не пропуская шаги. Хорошо сформованное тесто держит хорошо свою форму и поднимается во время выпечки вверх. Не забываем обязательно накрывать тесто в промежутках отдыха, чтобы тесто не пересохло и не потеряло свою эластичность на поверхности. Пару слов про разрезы. Если разрез сделать вот здесь в середине, то тесто раскроется в середине, оно может либо развалиться на две части, либо просто слегка раскрыться. Если разрез делать слишком низко, близко к нижнему краю, то хлеб может тоже раскрыться, но при этом потерять форму и поплыть в бок. Если разрез делать перпендикулярно хлебу, то разрез получается не очень красивый, такие разрезы не сильно открываются. Разрез, сделанный под небольшим углом, тоже не будет самым удачным, поскольку надрезает только поверхностную часть нашего теста, и такой разрез тоже не поднимается и не формирует гребень. Важно делать разрез вот отсюда, визуально проводим линию и заканчиваем разрез примерно вот здесь. Очень часто в интернете я вижу короткий разрез, сделанный в центре хлеба вот таким образом. Такой разрез тоже не раскрывается, он поднимается немного над поверхностью хлеба, формирует такой небольшой капюшон, и с других сторон хлеб просто рвется, потому что сила в него подъема есть, а раскрытия нет. Поэтому очень важно делать разрез правильно. Начинаем вот отсюда, проводим визуально линию и заканчиваем примерно здесь. Ну и давайте разрежем мой сегодняшний хлебушек. Для этого я взяла лезвие, вставляю его на глубину примерно около 1 см под углом около 45 градусов. Можно сделать чуть-чуть меньше, 40-35 это минимум. Обычно я держу под углом 45-40 градусов и тяну лезвие до самого основания хлеба. При этом заметьте, что разрез не касается пергаментной бумаги, то есть он не доходит до дна хлеба. Ну и следующий важный момент – это пар. Пар должен быть и в духовке, либо, как у меня, я опрыскиваю поверхность хлеба для создания дополнительного пара в кастрюле. Пар очень важен, потому что он сдвигает вот это время формирования корки. Корочка формируется на хлебе позднее, а значит возможность раскрытия у хлеба такого больше, и формирование гребня у такого хлеба обычно происходит лучше и гребень получается выше. Ну и следующий важный этап – это, конечно, посадка готового хлеба в хорошо нагретую посуду в очень горячую духовку. Если вы сделали до этого все хорошо, но посадили свой хлеб в прохладную духовку, которая не успела нагреться, то хлеб такой, конечно, тоже не сможет подняться хорошо и не сможет раскрыться.
Ну и отвечая на сам поставленный вопрос, почему не получается гребень, здесь сложно сказать, потому что нет одной причины. Гребень – это всегда совокупность факторов. Именно поэтому это вызывает определенную сложность иногда. Но при небольшом опыте пробуем, делаем, снова повторяем, пробуем, делаем. Все получается у всех, с опытом приходит со временем. Ну, вроде я все кратко рассказала. Если я вдруг что-то упустила, забыла, то, скорее всего, в комментариях знатоки добавят, поэтому читайте комментарии и дайте мне знать, если вам был полезен такой формат видео.